Всем привет! Вы на канале Марфа Таро и зовут меня Марфа. Так, первое, что я хочу сделать и буду всегда это делать, это поблагодарить всех тех людей, кто непосредственно перевел мне денежку и таким образом поблагодарил меня за мой труд. Это Ксения, Светлана, Григорий, перевод через ВТБ банк, Сабина, Вероника, перевод через Альфа-банк. Девочки и мужчины, огромное вам спасибо, низкий вам поклон, Божьей помощи вам всегда и во всем. Пусть вам ваши дороги пути открываются на все 4 стороны, а в вашем доме и сердце царит мир, покой и благополучие. Так и будет, мужчины и девочки, обещаю. Тевен Бахтале Зурале Састевесте, Наис, огромное спасибо. Так, и хочу поделиться вчерашней истории, которая произошла вечером, которая, конечно же, затронула мое самолюбие. И, если честно, у меня даже вчера глаз затрясся от того, что я прочитала под предыдущими видео, там что-то было про Крестового, ну, типа Божьего возмездия. И там одна бабёха, по-другому ее назвать не могу, Настюха Реплова, написала мне такую вещь. Зачитываю. Ты, Марфа, уже достала всех прослушивать твои благодарности в начале расклада. Лучше бы больше времени уделила раскладу, а именно больше и лучше и тщательнее просматривала карты о бумерангах этому козлу. Фу, тошнит уже от тебя, Марфа. Слушай ты, Настюха Реплова, тупорылая дура, я тебе знаешь, как скажу, никчемная тварь. Ты настолько пустая и гнилая, я вчера просмотрела тебя и, в принципе, понимаю, осознаю твою душонку пустую. Ты в жизни никому ни рубля, ни копейки не дала, только всех обманывала и дурачила с утра до вечера. И пойми меня правильно, кобыла, я своих подписчиков, которые меня благодарят и переводят мне деньги, уважаю и ценю. И я, лошадь сутулая, буду это делать всегда. И не твое право тебе, скотина, учить меня, как мне быть и как мне жить, поняла? Еще скажу одну вещь. Я работаю с утра до вечера, да? Ко мне приходят мои клиенты. И у них обязательная система. Они знают, сколько стоит мой расклад, сколько они должны мне отдать. И у нас здесь происходят взаимоотношения. Я даю именно ту помощь, оказываю людям, и, соответственно, за это получаю. Здесь это 100% по факту, это так было, есть и будет. Карты не любят, когда безвозмездно, вот так вот просто, без денег оплачивается работа. Бесплатно это бесом платишь, я всегда это говорила. Но для меня ценнее всего те подписчики, а у меня подписчиков сейчас более 3000 человек, и те единицы, которые берут и по зову сердца, по своему добрейшему сердцу. А совесть – это камертон Бога, по своей совести они берут и меня благодарят. 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, кто сколько может. Вспомните мои подписчики девочку Лену, кто со мной в начале канала начинал мою творческую деятельность и присоединился ко мне. Вспомните, которая перевела 20 рублей и написала: Марфа, извините, это все, что я могу сделать. Да я ей больше дала, но я ее так ценю, мы до сих пор с ней дружим. Я ее уважаю за ее сердце доброе, понимаете? И ты, кобыла, кому-никому в жизни никогда не помогла. Ты живешь как скотина, ты бухаешь изо дня в день, у тебя дома срач, у тебя ни друзей, ни подруг, ни мужчин, ни детей, ни плетей. Ты никому нахер не нужна, ты только и можешь валяться на диване и всех осуждать. Ты кто такая вообще? Ты кого задела? Ты меня задела? Ты зачем это сделала? Ты себе на приятности просто на свою жопу натянула, а они у тебя будут. И 100% будут. Я девчонка справедливая, поверь мне, меня трогать не надо, но я взаимная в том числе. И ты меня, точно и явно тебе говорю, очень сильно оскорбила. И мою семью, и моих кровников в том числе. А я никогда и никому не позволю это делать. Ты поняла меня, Настюха Реплова? Чепушила ты шамшорная, лошадь ты сутулая, и собака в том числе. Ты ноль.
Ты пустой ноль. Я это, ты знаешь, что не схавала абсолютно. И я тебе более могу сказать, тебе вот прям на плаву держаться, 40 дней тебе даю, заскулишь как тварь вонючая, никто тебе не поможет от слова совсем. Ты тупорылая, знай теперь наверняка, как цыгане обижать. И чем это для тебя лошадь закончится. А для тебя это закончится, это я тебе гарантирую. Больше не хочу на тебя, плесень вонючая, тратить свое драгоценное время, а потрачу его на расклад для своих подписчиков, родных и любимых. И подписчиков, сучара, я тебе не дам никогда обидеть. Своих и родных, ты меня поняла? Я тебя даже удалять не стала. Сука, смотри теперь мои расклады. И знай, если будут бумеранги, да, как трепетно будет твоя жопа конкретно ждать. Что-то тебе летит, а тебе прилетит, я тебе это гарантирую. И от табора моего, в том числе, который в курсе тех событий, которые ты вчера натворила по своей пьяни. Ну, я еще раз говорю, я взаимная, и это терпеть я никогда не буду. Так, возомнила ты из себя. Ну ладно. Джамарека сие малес, Настюха Реплова. Тес Карин Манделе Дабуле. Вот и все. На этом мы порешали. Так, ладно уж, прошу прощения, всех поблагодарила. Девочки, мальчики, я вас ценю, поверьте. То, что вы делаете, и то, что мои клиенты изо дня в день, которые приходят и обязаны благодарить, а вы по зову сердца, по своей чистой доброте, я вас ценю. И поверьте мне, когда я вас благословляю, у вас 100% откроются дороги, пойдет выздоровление, и, конечно же, девочки, вам пойдут деньги. Это совершенно точно. Так, ладно, все. Конечно, офигели. Мы вчера прям просто офигели. У меня аж глаз вчера задергался за свою многолетнюю практику. Я вообще такого не видала и не слыхала никогда. Ну, сучара, теперь ты запомнишь, что такое цыгане и как потом тебе с этим кобылой жить. Запомнишь, очень запомнишь, я тебе гарантирую. Заклято. Так, ладно. Расклад на Крестова, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Поехали. Поехали. Для начала давайте посмотрим, кто он, в каких энергиях он сейчас пребывает. Так, покажите нам, пожалуйста, Крестового. Ой. Угу. Король Пентаклей, девочки, двойка кубков и дьявол. Совершенно точно мужик пребывает в той тенденции, что ищет возможности заработать большие деньги. И как же он, гадство, их любит. Деньги, деньги и только деньги. Вот он как раз посередине у нас трех триады, из триады выпал, девочки. Безумнейшая любовь к деньгам. К деньгам. И на этом аркане конкретно дьявол указывает на то, что деньги, деньги, деньги для этого мужика это самая настоящая и самая лучшая благодать, какая может у него быть в жизни. Не обращайте внимания, что здесь двойка кубков, которые указывают на любовь между мужчиной и женщиной. Здесь потенциальные карты, девочки. Любовь к чему? Любовь конкретно к деньгам, девчонки, к своему статусу, к своим возможностям, к перспективам хорошо жить. Мужик исключительно замотивирован на деньги. Ну, давайте смотреть, что ему там стучит, гремит. Так. Что стучит Крестовому? Что стучит? Ну, началось, девочки. Отовсюду полностью его отвергает. Еще, девочки, у него крайне много обязательств по отношению к государству. Какие-то выплаты он должен делать, плюс ко всему кредиты, ипотеки, выплаты. Но что-то он явно здесь должен. И, девочки, относительно семьи. Кстати,
Кстати, у многих проиграется тот случай, что он должен выплаты по закону делать. Это, соответственно, он нам говорит об алиментах девочки, на детей я имею в виду. Ну и девчонки, он весь в долгах, как в шелках. Это совершенно точно так. Еще связки, видите? Здесь 3 персонажа, которые перемотаны красными нитями. В общем-то, еще и красный цвет нам обозначает, что крайне сильно эта тема его беспокоит и будоражит в том числе. Девчонки, он отвергнут здесь отовсюду. Понимаете, нету взаимодействия и нету возможности управлять своими чувствами, своими эмоциями. Вот он что ни говорит, да, девчонки, его не слышат. Он что ни предлагает, все от него вот так вот отмахиваются. Ну, в общем-то, его по сути сейчас и вообще не замечают. Даже если он у вас харизматичный, привлекательный, умеет там достаточно статно себя преподносить с огромной харизмой, да, разговаривает так, что соловей отдыхает. Нет, девочки, на данный момент полностью его общество, люди, работа в том числе, отвергает. Не получает он желаемого интереса своего, да, на что он заточен. А мы, девочки, помним, нам конкретно арканы показали, что заточено на деньги. Значит, нам говорит о том, что крайне нищее положение на данный момент. Ну, еще и можно закрывать расклад, да, возмездие. Это тот же у нас бумеранг. Девчонки, все, что он творил в своей жизни, так или иначе входит к нему, к самому, в его сердце и душу в том числе. Кого бы он ни обижал, какую бы дичь он ни творил в своей жизни, девчонки, за все ему приходится теперь рассчитываться и расплачиваться. Вот время бросать камни и время собирать камни. Сейчас он собирает урожай своих неприятностей, которые он, в общем-то, людям, девчонки, преподносил и думал, да ладно, меня это все минует, да ладно, все это прокатит. Нет, нифига, все мы под Господом Богом ходим, девочки. И теперь у мужчины такая ситуация, что неприятности погоняют неприятностями. Стучит девочке ему Божья кара и возмездие, и полное отвержение его. Еще могу сказать, здесь и болезнь проходит, девчонки, и крайне сильная болезнь. Если, между прочим, вот этот мужчина попал на операционный стол, хирургическое вмешательство, то рана очень долго будет заживать. Очень-очень долго. Швы, допустим, его там резали, полосовали. Заживление пройдет плохо, операция пройдет плохо, гноить будет, кровоточить будет. Ну, в общем, здесь головная боль, это совершенно, девочки, точно. Стучат проблемы, стучат сильнейшие проблемы. Стучит, гремит, что тебе крестовый гремит? Так, лестница, виадук, цветы и судьба. Ну вот, опять приплыли. Девчонки, мужчина у вас сильнейший, да, фантазер. И фантазер, в принципе, по тем делам, что такой вот романтик. Романтик. Он свою жизнь, девчонки, пропорхал, как мотылек, да, как бабочка красивая с цветочка на цветочек. Благоухал, сиял, да, девочки, это именно так. Много женских тел поменял за свою жизнь. Много кому оказывал здесь знаков внимания, проявлялся достаточно сильно. И, между прочим, он каждую девочку расценивал как свой великий шанс. Вот он так и думал, на одной остановится и говорит, все, ты моя любовь. Время проходит, другую лучше, краше, богаче встречает. Все, ты моя любовь. Опять время небольшое проходит, опять начинает в романтику уходить, идеализировать и впоследствии свой мозг, да, натачивать на то, что все, я наконец-то устаканился, время проходит, девочки. Опять он говорит, что мне скучно и ищет новую любовь. Девчонки, но здесь явный колобок, который не умеет, в принципе, жить в постоянной тенденции, тем более он не предназначен как персонаж для семейной жизни. Девчонки, роковые какие-то судьбоносные у него ситуации в жизни, девчонки. Плюс от этих ситуаций, которые вошли в его жизнь, у него проколото тело гвоздями, девочки. Здесь еще раз подтверждается, девчонки, оракула тем фактом, что у мужика либо на носу операционное вмешательство, либо уже у кого-то конкретно мужчина лежит в больнице. Здесь беды, проблемы.
И опять-таки нитками все здесь красными перевязано. Девчонки, по рукам и ногам он связан, он выхода не видит, но самое главное для мужика закрыты все дороги пути. Везде стоят препоны и затыки. Еще могу сказать, да, девчонки, здесь филины, крайне много вокруг этого персонажа на данный момент сплетен. Сплетни, знаете, какого плана, что он неудачник в работе и что он неудачник в любви. Здесь его очень много кто осуждает, девчонки, и на самом деле это совершенно точно у мужика судьбоносные перемены, стучит, гремит ему такая ситуация, что дороги пути все закрыты, романтических свиданий и девчонки по карьерному росту что-то, шансы, перспективы нет, этого не будет, это совершенно точно. И еще по судьбе, девчонки, оракул крайне длительных действий. Крайне длительных действий. Здесь от полугода и до 12 лет. Имейте в виду, это не хухры-мухры, это достаточно все серьезно. Так, хочу еще посмотреть, что тебе стучит, гремит. Пламень и лабиринт. Все, девчонки, запутался он основательно и бесповоротно. Выхода он не найдет. Не найдет. Между прочим, он у вас очень страстный, харизматичный, весь действенный, активный. Сидеть он не любит на месте, любит передвигаться, любит всякие движухи. Девчонки, ну куда бы ни пошел, куда бы ни поехал, запутывается. Его сам Господь будет сбивать с пути и путать его в том числе также. Вот он будет тратить время совершенно впустую. В работе будет, да, стремиться денежки заработать, долги здесь, между прочим, есть. Ничего не будет выходить. Либо будет находить работу не ту, которая ему бы необходима бы была, либо с кем-то будет коммуницировать, кто его будет кидать, бросать, унижать и все остальное. Ну, девчонки, здесь вагон и маленькая тележка всяких разных перспектив негативного характера. Давайте еще аркан посмотрим на Таро. Что, ну вот сами выпали, да? Силу он теряет, девчонки, теряет силу. А значит, он у вас был сильный и духовитый, да? Ну, у всего есть начало, девочки, и всему есть конец. Не мной это сказано, девочки, это святые и крамольные истины. Пентакли для него переворачиваются, деньги тоже выпали. Здесь у мужика головная боль относительно денег. Так, что еще к тебе гремит? Пентакли, деньги и мечи. Девчонки, не полученный результат относительно денег. Между прочим, он 100% был уверен в том, по огню, да, оракул нам подтверждает, он был уверен в том, сейчас я заработаю, сейчас я все раздам, отдам, себе что-то приобрету, девочки, еще и оставлю на какие-то романтические дела, там девок повожу по барам, по ресторанам, уж кто куда, не имея представления. И вот он прям рассчитывал на большие и хорошие деньги, девчонки. Прям ждал этот Магарыч как манну небесную. Но, девчонки, восьмерка мечей, полное ограничение, безвыходная ситуация, в плену находится, глаза закрыты, не понимает ситуацию, вообще ее не видит таковой, какая она есть, девочки. Вот он фантазирует об одном, а реальность он вообще не чувствует и не отупляет, извиняюсь за выражение, да. Девчонки, он как в плену, с кучей комплексов и с кучей страхов. Ничего не получается от слова совсем. Еще восьмерка мечей, здесь явные проблемы относительно друзей. Друзья сейчас на него критично смотрят и скалят свои зубы. Здесь что-то, какие-то нелестные новости для него и очень неприятные разговоры в отношениях с близкими друзьями и знакомыми. А еще могу сказать, что явно и точно он здесь очень много денег должен своим друзьям, приятелям, знакомым. Очень много денег, это, девочки, не 1000 и даже не 5000. Здесь суммы идут, между прочим, от 500 тысяч и более. Девятка пентаклей – это очень хорошие деньги. Так, стучит, гремит. Что тебе на пороге стоит? Треугольник, девчонки, все как обычно, да, крестовый у нас другим практически и не выходит, да, девочки. Все отношения, которые он будет начинать, будут завершаться для него треугольником. В этих отношениях ему женщины будут изменять. Выбор будет сделан не в его пользу, выбирать будет женщина совершенно другого.
Здесь хитрости, обманы, воровство, предательство, коварство, измены, подлости, интриги. Ну, в общем, здесь самое что ни на есть букет всего того, что он раньше кому-то из вас, девочки, дарил. Вот такие букетики неприятностей. Увы и ах, да, в его жизни приходят тенденции. И длительная тенденция. Не забывайте, пожалуйста, здесь выпал оракул судьба. Ну и вообще эти два оракула, признаюсь честно, не дай боже кому-то жить в таких оракулах. Длительная ситуация. Здесь временной показатель, девчонки, достаточно бескрайний, без конца и без начала. Девочки не будут его выбирать, не будут. Все девчонки, которых он будет убаюкивать, затаскивать в свою постельку и делать акцент на них, что вот, я с ними сейчас, я выбираю тебя, я, в общем-то, здесь настроен с тобой выстраивать какие-то хорошие, надежные отношения, девчонки будут его предавать и изменять. Выбор будет сделан всегда, исключительно, не в его пользу, не в его. Что еще на пороге стоит? И явно, девочки, с кем на данный момент он в отношениях был, кого он в ближайшие 2 недели соблазнил, вот эта женщина ему уже изменяет вовсю. Вовсю. Стучит, гремит, на пороге стоит. Ну, усыпальница, все, девочки, сегодня, конечно, оракул прям говорит ярко, красочно и по факту. Усыпальница. Все, девочки, период, да, его процесса, что он такой весь ловелас, Д'Артаньян, красавчик, Казанова, все, лавочка прикрыта, ваш поезд ушел, ему уже все даже, кстати, будут говорить, ты старикашка, и ты мне дать ничего не можешь. Еще могу сказать, в жизни этого мужчины может умереть женщина в ближайшие 2 недели. Близкая женщина, девочки, родственница в том числе, крайне близкая женщина, может умереть в течение 2 недель. Здесь, девочки, так, и вообще его настроение сейчас, да, девчонки, у нас весна, жара неимоверная, так классно на улице, а вот его состояние моральное в душе. А знаете что, здесь к мужику подкралась старость, и эта старость дала ему основу о том, чтобы ты просмотрел, мужичок, свои жизненные позиции, как ты вообще пропорхал свою жизнь. Но сейчас у него, конечно, вьюга на душе, ему крайне тяжело и плохо. И, девчонки, он один, он сам морально по себе совершенно один. Между прочим, могу сказать, этот мужик сам себя боится. Он что-то такое вытворял в своей жизни. Девочки, включая тот момент, что он мог кого-то убить, либо довести до состояния, что крайне долго кто-то лежал в больнице, восстанавливался. Еще могу сказать, этот мужик может иметь детей-инвалидов, которые бросил. У кого-то так проиграется, девочки. Ну, здесь он свою жизнь беспечно вел, шагал по жизни легко, по дураку, по шуту, а, увы и ах, возраст дает о себе знать, и каждый в возрасте сочтет необходимым быть с семьей и быть кому-то нужным. Здесь его все отвергают, абсолютно все, девочки, абсолютно все. На него смотрят реально как неблагополучного мужчину, ненадежного, необстоятельного, но самое главное, что брехливая Казанова. С детьми почему сказала, что с детьми, уж прошу прощения, увидела оракула, его вам не показала. Здесь мог этот мужчина кого-то оставить из женщин, будучи узнав, что у него рождается ребенок инвалид. Здесь мог он оставить ребенка инвалида. Это тоже совершенно точно. И уйти, девочки, налегке и на холодке к другой женщине, бабенке. Бросить семью, бросить детей и уйти. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Ужасно, ужасно. Так, что тебе дверь откроет? Дверь что откроет? Страсть, снадобье, фантазия, эх, и бесплодие. Ну, девчонки, сегодня, наверное, такой день, да, что летят на самом деле божественные бумеранги, божественное возмездие в том числе. Вот так ваш мужик жил. Это сплошная похотливая
собака, извиняюсь за выражение, ничего не хочу другого сказать, но это скотина, которая вела себя вот так бездуховно, девчонки, просто по страстям, вот просто писька стоит и лишь бы кого-то, но поиметь. Здесь именно так. Он не может однозначно быть в отношениях и быть единственным и неповторимым, будучи находясь в чьей-либо семье. Я имею в виду как в семье чисто узаконенной и также гражданской семье, не умеет от слова совсем. Ему нужен фейерверк, ему нужны праздники, ему нужно наполнение, ему нужно точно знать, что со стороны взгляд этих женщин, на которые он обращает внимание, он любую может позвать, поманить, и она окажется в его постельке. У этого мужика было женщин, девочки, вагоны, маленькая тележка, это не передать. Вот именно этим эффектом он и пользовался и соблазнял. И, между прочим, входил во все отношения по-детски. Вот понимаете, на него посмотришь, ну прям ребенок, ну за щечки хочется потрогать и прям нацеловывать, и головку гладить, и говорить, ну какой ты у меня прям малыш хороший, ну прям малышок мой любимый, а? А на самом деле, девочки, здесь, конечно же, ужас, это ужас. Так, выпивает еще. Мужчина крайне сильный фантазер. Здесь два среза информации относительно снадобья. Это подтверждение тому, что мужчина пьет, и подтверждение тому, что мужчина лгун. Он брехло, он всех постоянно обманывает. И вот так, девочки, по вранью он абсолютно всех девчонок обнадеживал. Ты моя, я с тобой теперь на всю оставшуюся жизнь. Помните, да? Его манеру и тактику, как он соблазнял. Цветочек подарит, ласковое слово скажет, какой-то вечерок вместе приведут за распитием шампанского. В общем, воодушевит девчонку, что она начинает для него там, полностью все, что он хочет, того и добивается. Девчонки, между прочим, в этих случаях и вкладываются в него, дают ему ресурсы, финансы, некоторые связи, возможности и даже работу. Входит он вот так вот, как уже в доверие, девчонки. Здесь было именно так. И завершает он вот всем, что бесплодием. Бесплодием. Никому он никакой конкретики не дает, а где есть ответственность и обязательства, он тут же сбегает, как ежик в туман. Ненавидит он брать на себя никакие обязательства, он сразу будет говорить, что вам всем надо, мне самому не хватает, ну потерпи, ну то, ну это. Но это, в общем-то, конечно, персонаж, которого либо терпеть и принимать его таким, какой он есть, а лучше вот этого мужика обходить стороной. Еще могу сказать, стучит, гремит на пороге, стоит, дверь откроет. Девочки, все, вы помните, да? Все, абсолютно все его планы, а он у вас великий этот фантазер и брехло в том числе, это же мужик будет говорить, я завтра дом построю, я завтра Гелендваген куплю, я послезавтра остров на Карибах поимею, и вот послезавтра 33 ресторана построю и стану крутым там шеф-поваром, или там, я не знаю, эти мойки открою, бензозаправки настрою, я уж не знаю, но у него, понятное дело, прям планы будут ого-го, грандиозные и масштабные. Девчоночки, все, о чем он мечтал, все терпит фиаско и крах. Его жизнь идет, девочки, на дно. Он вязнет в этом, это совершенно точно. Еще могу сказать, что многие девочки в присутствии его беременели и теряли ребенка. И вообще, конечно же, то, что совместно кто-то из вас, девочки, планировал, ничего от слова совсем он не осуществил. Ни одной поездки, ничего. Все, что грандиозное он говорил, а он грандиозный врун, он по-мелкому не будет брехать. Он прям будет говорить такие речи, заслушаешься. Он, кстати, и берет речами. Он берет здесь речами. Он вот говорит о будущем, как будто бы это вот завтра уже произойдет, а по факту ничего этого не исполнит от слова совсем. Но у него, девчонки, здесь масса проблем, и в любом случае вот этот фантазер терпит везде фиаско, везде, и девочки особенно в любви, в отношениях и в страсти. Еще могу сказать, у мужика что-то начались огромные проблемы, связанные с потенцией. Здесь, девочки, еще так проходят оракулы. Так, стучит, гремит на пороге, стоит.
гремит на пороге, стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Катарсис будет висеть между небом и землей. Свобода. Ой. Ага, девочки, будет помогать ему его родные и близкие. Мамы, папы, братья, сестры. Не имея представления, потом отпишите, скажите, кто у него по роду, который так, в принципе, за него молится. Здесь он держится на плаву, здесь реально за него какие-то близкие, родные, кому он сердцу дорог, молится. Здесь вышло у нас 2 оракула, предки, да, и древо, девочки, это совершенно точно ему будут помогать родители и родственники. Долго он будет здесь висеть между небом и землей. А, кстати, я могу сказать, он крайне часто и с ними ругался. Крайне часто с ними ругался. Он мог даже годами не общаться с кем-то из своих родных, с папой, с мамой, с братьями, сестрами в том числе. Но придется ему так или иначе прийти на поклон и просить помощи, чтобы его хоть в чем-то, но помогли. Здесь, девчонки, помните, у нас все-таки первые арканы выходили относительно денег. Здесь у него заточена будет мотивация не в плане выздороветь, да, девчонки, по болезни, ну, пройти какую-то реанимацию, восстановить себя духовно и морально в том числе, а относительно будет денег, денег. Вот как начнет, так и закончит, девчонки, связанное что-то с деньгами. Так, зачем вы ему помогаете? Что у нас празднует? Да, они говорят, вот родственники его говорят, мы прекрасно знаем, какую он жизнь ведет, праздную. У него каждый день праздник, просто праздник. Холеный, цветущий, и, в общем-то, весь в гульках, в пьянках и гулянках. Здесь в том числе девочки, это совершенно точно. От мала до велика, это тоже совершенно девочки точно. Праздная, говорит, у него жизнь, да, вообще вопросов нет. Но мы, говорит, его столько раз спасали. Еще могу сказать, этот мужчина был на грани. Он знает, что такое смерть. Девчонки, здесь либо передозировки какие-то были, либо травмы сильнейшие, либо поножовщина была, но здесь что-то трагичное было. Помогут они ему, девочки, преодолеть эту ситуацию, будут решать исключительно за него и его родственники, его проблемы. Так, что еще тебе дверь откроет? Ирида. Суды будут, девчонки, не имею представления с кем и как, но явно здесь будут суды. Будет он прям мечтать, что все встанет на его сторону, что он победит и одержит победу. Ну, девчонки, это же не так, нам оракулы подтвердили, здесь судьба, преодоление, возмездие. Ну, здесь, конечно, усыпальница плюс ко всему. Девочки, здесь будут проблемы относительно судебных разбирательств. Это точно, это точно. И преодолевать ему этот момент придется. Не имею представления, девчонки, с чем это связано, но здесь у мужика явно судебные разбирательства в административных учреждениях. У многих пройдут разбирательства в отношении женщин, кому он что-то должен по закону и будет обязан это вернуть. Ну, фантазер, он брехло. Он брехло. Так, стучит, гремит на пороге, стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Что тебе еще сердце успокоит? Эмоции через край будет, девочки, но здесь явно будет проблема и судебное разбирательство с женщиной. Женщины, кому он что-то крайне много и сильно должен. Между прочим, женщина из прошлого, воительница, это у нас королева мечей. Женщины из прошлого, с кем были у него какие-то отношения. Даже, кстати, могут быть в плане работы и получения и заработка денег. Здесь именно так. Но эмоции будут через край. Еще я могу сказать, он у вас вспыльчивый, агрессивный, неуравновешенный, крайне обидчивый. Обид здесь очень много. Он может обидеться на всякую фигню, замкнуться и там неделями не общаться. Здесь такой мужик. Ну, в общем, этой женщине удастся его обидеть. И получит он глубокое разочарование с того момента, что он проиграет все суды. Абсолютно все суды будут в пользу выиграны вот этой женщины. Он остается в проигрыше. Так, еще хочу по оракулу другому посмотреть. Крестовый, скажи нам, пожалуйста, какая еще у тебя ситуация на данный момент происходит, которая крайне сильно тебя беспокоит? Лицемерие,
любовь и отдых. Девчонки, ну здесь 100% мужик это вообще бабник-прибабник. Просто бабник-прибабник. Вот крайне сильно его беспокоит момент относительно любви. В любви ему не везет, в деньгах ему тоже не везет. Он знаете, что говорит? А помните, девочки? Помните эти оракулы? Страсть и треугольник. Здесь явно мужик терпит большие проблемы относительно любви. Девчонки с ним отдыхают, вообще вопросов нет. Время какое-то промежуточное проводит. В постельке, я так предполагаю, что-то он может изобразить, какие-то акробатические этюды. Но он прекрасно понимает, что это ненадолго, и с ним заигрывают. Все сейчас с ним в общении находятся, девчонки, под масками. Представляете, оракул, смотрю сейчас налево, а у меня оракул лежит. И здесь подтверждение тому, что я говорю и что я вижу по картам. Все вокруг него сейчас исключительно ходят под масками. Ему не доверяют, его опасаются и крайне часто с ним не хотят вообще коммуницировать и общаться в том числе. Так. Ну, еще какие события тебя беспокоят, крестовые? Здесь и сейчас. Опять он вышел. Пентакли, 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 суд. Девочки, подтверждение тому, что мужик замотивирован на деньги. Деньги – это его самая сильнейшая любовь, какая только может быть для него, да? Здесь он точно, шестерка пентаклей, ищет помощи, долгов у мужиков дофига. И помните, да? Справедливость. Оракул. И теперь посмотрите вот на этот оракул. И суд. Посмотрите. Здесь суды, девочки, которые он проиграет. Еще могу сказать, ему срочно нужна помощь относительно адвокатов и юристов. Найти он их не может. Не может. И совершенно точно его абсолютно все дурачат. Сейчас мужик, девочки, находит в шутовом, в патовом, в дурацком состоянии и настроении в том числе. Он чуйку потерял, он нюх потерял, он навыки свои потерял. Здесь совершенно, девочки, точно 2 суда. Вы можете представить? Проигрыши в судах это совершенно точно. И у нас на дне оракула, девочки, ложится шестерка кубка. А это у нас воспоминания о прошлом. Вот сейчас этот мужик прекрасно осознает, что он натворил в прошлом, скольким девочкам он разбил сердца, как он себя вел и что он вытворял по отношению к своим родным и близким, к своим кровникам, и как его на данный момент воспринимают его знакомые, друзья и приятели. Его жизнь сейчас это сплошное, девочки, разочарование. И здесь у нас на дне оракула хандра. И, девочки, последствия это тот же самый бумеранг. Вот и все. Здесь явно мужик болеет. Девчонки, не забывайте про операции, медицинские учреждения в том числе. И здесь все, что он натворил в своей жизни, все возвращается ровным счетом к нему обратно. Вот так. На этом мы закончим. На все воля Господа Бога. Пусть так и будет. Ну все, хорошего вам дня, хороших вам времяпрепровождения. Пусть в вашей жизни все складывается на 5 с плюсом. Всех вас обнимаю крепко. Пока.